Угу. Игра про выращивание травки. Надеюсь, меня за это не забанят. В Стиме периодически появляются симуляторы выращивания конопляных кустов. Обычно это вырвиглазные 3D-проекты. Или бесконечные ранние доступы. Или наипростейшие казуалки. Или такие, где раста тематика, как пятое колесо. Например, Cash Crop — это бедный родственник Stardew Valley, где капусту и картошку заменили на став. А в Basement производство дури можно заменить на производство какого-либо другого товара, и игра не потеряет в интересе. Чем же на фоне этого является Видкрафт? Это менеджмент-симулятор, который попытался пойти дальше в вопросах подпольного гровинга. Игру стоит похвалить, видно, что разработчики, если и не были в теме, то много почитали о процессе. Большинство упомянутых в игре сортов адской зелени можно загуглить и убедиться, что такие разновидности реально существуют. При выращивании необходимо не просто покликать на кустик, а настроить количество основных нутриентов – калия, фосфора и азота, организовать правильную температуру и влажность, подобрать освещение. При этом требуется учитывать денежные расходы, а также необходимость сделать свои фермы незаметными для полиции. Для этого приходится давать взятки местным властям, строить легальный бизнес для отвода глаз и лично знакомиться с офицерами, патрулирующими ваш регион. Однако выращиванием игровой процесс не ограничивается, продукцию требуется еще и реализовать. А тут помимо очевидных проблем с законом в бизнес вмешиваются конкуренты, с которыми можно бороться как честным методом на вроде занижения цен, так и не очень, например саботажем или полицейским рейдом. Видкрафт можно было бы обвинить в гринде, однако возможность найма и обучения работников вместе с гибкой системой настройки теплиц и точек продажи позволяет автоматизировать процесс. Эта игра словно говорит вам, торопиться некуда. Включаем в фоне аудиокнигу или лекцию и наслаждаемся. Так я провел в игре около 20 часов. Надо только не забыть выключить в настройках музыку, потому что... И вот мы подошли к тому моменту, когда пора игру начинать ругать. А ругать, к сожалению, есть за что. Проблема в том, что почти любой плюс в Видкрафте тянет за собой нивелирующий его минус. Вот мне очень хотелось похвалить игру за то, что она не в раннем доступе. Да, это законченный продукт, который можно пройти от начала и до финальных титров. Но вот для примера посмотрите, как игра запускается. Ой, зависло. Бывает. Наверное, мы что-то делаем не так. Давайте попробуем еще раз. Снова зависло. Проблема не в 7-м Windows, на 10-м все точно так же. Еще одна попытка. Может быть, теперь что-то будет по-другому? Не буду затягивать время, короче, запустилась она с 11-го раза. И это не только у меня, проблема уже обсуждается на форуме, причем патч первого дня ее никак не исправил. Но я даже не знаю, на полноценный релиз это как-то не тянет. Имеется приятная, стилизованная под комикс графика, и это хорошо. Но хотелось бы спросить, почему, что старенькая GTX 960, что новая RTX превращается в обогреватель от этой игры? Я не вижу здесь какого-то обуславливающего этого некстгена. Игровой процесс сопровождается всего несколькими музыкальными композициями. Этот трек-лист начнет раздражать вас уже через час, а когда вы выкрутите звук на минимум, то получите ачивку. Ну, по крайней мере, разработчики сами понимают, что со звуковой картины у них не получилось. Есть дерево навыков, которое модно делится на темное и светлое, символизируя легальный и нелегальный бизнес. Задания также часто предполагают два вида решения проблемы. Например, продать товар через больницы или в притонах. Вроде бы ожидается интересный конфликт между легальной и нелегальной стороной вопроса.
Но по факту, как только сюжетно у вас появится возможность купить лицензию на производство, причин торговать в притонах не останется, так как легализуя бизнес, вы избавляетесь от проблем с законом большей части конкурентов и платите за это лишь примерно 20% налог, что не так страшно. Предусмотрена система исследований и селекции новых видов конопли, но она не сбалансирована. Игроку достаточно синтезировать лишь пару сортов, которые идеально подойдут основной его аудитории, и больше исследовательские очки не понадобится. Того, что есть, хватит, чтобы выдавить всех с рынка. Есть диалоговая система, которая позволяет выстраивать отношения с конкурентами, полицией и своими сотрудниками, но когда игрок будет с очередным персонажем обсуждать одно и то же, станет понятно, что все диалоги одинаковые, и их можно быстро прокликивать, чтобы поднять уровень дружбы. Есть сюжет, в нем порой даже попадаются интересные зачатки, которые в итоге ни во что не выливаются. Кажется, ага, вот здесь автор повесил сюжетное ружье. О, а вот антагонист вышел на сцену. Потом пара заданий, и все, сценарий окончен, все счастливы. Обидно. На базе данной игры можно было бы построить что-то в духе This is Police, и тогда цены бы ей не было. Если вам интересна в общих чертах зеленая тематика и хочется ненадолго вообразить себя великим Гровером, то игра зайдет. Если есть желание поиграть под аудиокнигу в симулятор менеджмента с нестандартной тематикой, игра тоже нормальная. В остальных же случаях, увы, BitCraft Inc. откровенно слабый проект и к покупке, к сожалению, не рекомендуется. Всем спасибо, простите за мой слабый микрофон и ужасный голос.